Здорово, отец. Хочешь узнать тайные секреты игры Top War? Их есть у меня. Можешь поставить скорость видоса на 1,5 или 2 икса. Ну чё, погнали на? Итак, о чем это видео сегодня будет у нас? Самые главные правила. Вот топ-10, которые я выделил, чтобы, следуя которым максимально вы быстро раскачаетесь, получите новые уровни и так далее. И будете жестко наказывать всех командиров, которые на вас залупаются. Итак, первое правило. Энергия никогда не должна быть полной. Что это значит? Вот здесь у вас энергия. На плюсик нажимаете, вы смотрите, какая у вас максимальная шкала. Да? То есть у меня 125, это уже уровень, VIP и так далее, горки, всякие артефакты. Вот. О чем речь? То есть она никогда не должна быть 125 у меня, потому что когда она будет у вас 125 или 75, да, как у всех, то вы будете тратить, точнее не тратить, а терять энергию, потому что она не будет накапливаться. Ну, я думаю, это понятно. Я просто видел ребят в видосах, обзорах, смотрю, у них полная энергия. Такой думаю, ну, интересно, интересно. Да, это самое простое правило. Следующее, второе. Не получать новый уровень, пока не потратили всю энергию. Этим грешили абсолютно все. Вот у вас шкала нового уровня, да. Когда вы на нее нажимаете, у вас показывается, сколько требуется еще боевой мощности, чтобы взять уровень. Соответственно, вы пока не потратили всю энергию, никогда не берите новый уровень. Как он может взяться? Даже случайно это получается. Вы заходите в технологии Альянса, вложили, оп, вы получили боевую мощность, то есть опыт, у вас сразу прибавляется. Вы построили там много-много зданий, ну, как вы видите, да, то есть изучение технологий это основное. Постройка зданий это еще так себе, но, блин, можно и тогда тоже уровень нечаянно поднять. Вот. И третий момент это солдаты. Ну, солдатов, юнитов вы как бы клепаете, там ну, практически нет шансов прям поднять вот моментально уровень. Хотя такое тоже может быть, поэтому следите за этим внимательно. То есть перед повышением уровня, вот сейчас, допустим, мы зайдем в вот в это здание, командный центр, смотрим, что мы сейчас можем поднять. То есть вот сейчас я, если золото ящики открою, на моем уровне 73 уже можно открывать ящики, потому что золота бывает, ну, не хватает. Вот, соответственно, вы видите, что, оп, у меня уровень сразу бахнет, а у меня еще 14 энергии. А когда уровень поднимается, то энергия пополняется автоматом вся, да, то есть вы понимаете, что ее нужно потратить заранее. И когда вы возьмете уровень, первое правило, энергия никогда не должна быть полной. Вы должны ее куда-то потратить. Отправить там на вархаммеров, беженцев и стражей побить и так далее. То есть это вы уже сами решаете. Далее. И даже если вы помощь кому-то, кстати, даете в Альянсе, тоже вы можете поднять уровень. Плюс еще, если вы в премиальных заданиях что-то выполнили, да, вы видите, у вас тоже дается награды. Это опыт, который полетит сразу в боевую мощность, то есть тоже апните уровень. Где я тут потерял уже? В острове, соответственно, то же самое. Тоже вы получаете БМ, опыт, то есть вы тоже можете апнуть уровень. Поэтому следите за этим. Так, третье правило. Выбрать альянс, то есть не надо играть в одиночку. Вам нужно выбрать альянс, с которым вы будете играть. Желательно, это вы заходите в мир, нажимаете на рейтинг рейтинг альянсов. Желательно выбирать, ну, из топ-5, топ-7. Почему так? Ну, как бы, если вы русскоязычный, то, соответственно, заходите к русским. Почему нужно выбрать альянс, хоть какой, да? Потому что у вас дополнительно 50 походов, стягиваний
куда вы вступаете, и получаете дополнительные коробки с ништяками. Назовем это так. Вот. Почему важно выбирать хороший альянс? Все просто, потому что вы заходите, вот когда в подарок альянса, и вот есть редкий подарок. И здесь, в редком подарке, ребята, которые донатят, да, то есть в топ-3 альянсов по-любому есть ребята, которые донатят. И, соответственно, вы будете получать дополнительные подарки, алмазы, гемы, кто как их называет, неважно. Понимаете, да? То есть альянс это важно. И важно выбрать хороший альянс. Не обязательно заходить в топ-1, где нет, допустим, русских языков, русскоязычных, или там, ну, супер скучно. Ну, то есть, ну, альянс важен. Так, 4-й момент. Сейчас, который я нарушаю. Все походы, вот эти, должны быть заняты. Ребята должны там собирать нефть, собирать кукурузу, либо ходить там, ну, бить вархаммеров, либо на темных и так далее. То есть нельзя, чтобы походы были не заняты. Сейчас это мы исправим. У нас пока нету тут... Ладно, купим. За алмазы энергию отправим куда-нибудь. Сейчас я хожу на темных, потому что на моем уровне важно получать больше плана основного здания. Ну, всем, кто до 55-го, вы не заморачиваетесь, вам на вархаммеров надо ходить. Всем, кто до 70-го, тоже не заморачивайтесь, вам нужно на вархаммеров ходить. После 70-го поймете, о чем речь. То есть вам будет жестко не хватать вот сюда и сюда. Вот этих вот штучек. Он называется план основного здания, насколько я помню. Так, следующий момент. Прокачивать рудники, походы на темных, на кораблике, да, я вот показывал. То есть вот так прокачиваются рудники в первую очередь. То есть сейчас мы найдем. О чем речь, да? То есть вот это важный вам компонент, который должен падать. Это для синтеза рудников. То есть рудники у вас, вот сейчас обратите внимание, у меня 73 уровень. И рудники 74. Ну, это у меня так получилось. То есть вам важно, чтобы у вас уровень рудников был такой же, как уровень ваш личный. Чтобы у вас все технологии Альянса стоили соразмерных денег, чтобы у вас все здания стоили соразмерных денег, и чтобы у вас они накапливались быстрее. Ну, то есть не быстро, а столько, сколько надо. Также уровень рудников влияет на количество золота, открываемое вот с этих ящиков. Эти ящики одни из фундаментальных в игре. На них прям очень много упора. Сейчас вот смотрим на 73 уровне. Один ящик 5,51 ДД. Если 400 ящиков открываем, это 2,21 ЕЕ. Хочу обратить внимание, сколько стоит сейчас прокачка ЕЕ. Да, то есть там те же 400 ящиков. Madness. Так, оп. 266 ящиков нужно, чтобы сейчас качнуть технологию. Неплохо. Расскажу вам по поводу потом этих... в общем, ладно. Забегая сразу наперед, со стражей артефактов, то есть вот есть артефакты со стражей, они сейчас выглядят вот так. Они меняются в гильдии охотников. Обмен менять нужно на вот эти вот 50 ящиков с золотом. Один артефакт на 50 ящиков. И эти ящики до 55-го левела не трогать. Копить сундуки, их просто не открывать. Либо открывать, очень мало. То есть первостепенно это золотые рудники у вас должны быть хорошего уровня. Далее у вас должны быть накапливаться ящики. После 55-го жесткая нехватка золота будет. Вот. Также сразу забегу вперед. Давайте по технологиям Альянса. Нужно будет прокачать вот эту технологию. Всем из R4 и R5 рассказывайте, что нужно качать бережливость.
потом в идеале богатство. Почему бережливость? Вы можете посмотреть. Расход золота на технологию уменьшается. То есть вы будете экономить золото. Потому что золото будет ой-ой-ой, как не хватать после 55 уровня. И ящики просто must have. Без них будет жизнь боль. Так, следующий. 7. Не тратить алмазы на нецелевые покупки. Целевые покупки вы для себя сами, конечно же, определяете. Но о чем речь? То есть в идеале это делать упор на ВМФ и выбрать себе героев. Допустим, это Нимец и Саймон. Не допустим, а это будет Нимец и Саймон, потому что, ну, это самые прям топовые игроки. Я опять же забегаю вперед. Это у нас будет 8 правило, но 7 нецелевые покупки. Что такое нецелевые покупки? Это что угодно. То есть я раньше грешил чем? На маленьких уровнях. Когда мне не хватало каких-то ну, вот этих вот частей, коробок и так далее, я их докупал. Докупал за алмазы. Ну, то есть это полная дичь. Никогда так не делайте. Вам нужно ходить на вархаммеров, чтобы у вас было достаточно этих всех коробок и так далее. И, соответственно, у вас будет рост равномерный, постепенный и так далее. Вот. Не тратить алмазы на всякую хуету. Также в арсенале 2 вкладка, подавление. Если вы ее запустите, то можно потом потратить тоже алмазы на вот быстрое усиление. Я тоже тратил на эту ерунду, ну это вообще дичь, конечно. Ну, было и было. Вот, то есть вам нужно, что первостепенное? Это за 50 алмазов покупайте энергию. Если у вас алмазов не хватает, тогда только за 50. Но если вы хотите расти быстро, то нужно еще за 200. За 500 уже нет смысла. Да? Это первое, вот прям самое главное, это энергия. Ее надо 100% будет покупать. Второй момент, если у вас уже есть экспедиция, вот это здание экспедиции, то там также есть быстрая битва. Она сначала бесплатная, потом идет за 50 гемов, за 50 алмазов. И ее я за 50 алмазов покупаю, потому что падает хороший лут с нее. Падают нужные нам камни, очки. В магазине мы можем докупать. Здесь билеты высшего найма, элитного найма билеты зелененькие. Вот, если они вам нужны, потому что, ну, здесь они достаточно дорого стоят. Так, далее. 8. Делайте упор на ВМФ. То есть это тоже вот правило, которое, ну, СВ это хорошо, понятно, что Тайвин, Рэмбо это нормальные ребята. На первоначальном этапе, ну, их тоже как бы надо качать, но я бы в любом случае ставил на первое место ВМФ. Объяснять я не буду сейчас прям детально, но просто вы посмотрите по навыкам. Нимец 70% повышает атаку ВМФ. Саймон повышает на 32% атаку ВМФ. То есть у вас на 100% атака повышается. Что такое повышается атака ВМФ? Это вот прям вот 100% гарантия, что вот у вас атака на 100% будет выше. Не какие-то там шансы. Что у Тайвина у него есть шанс на быструю перезарядку. И он еще раз наносит, ну, то есть он дважды стреляет. Ну, как бы это то срабатывает, то не срабатывает. Где прописан этот шанс, да? Вот у меня к разрабам игры вопрос, да? Где эти шансы, блин, прописаны? Вот к Рэмбо вопросов нет. У него вообще ни хера нету. Ну, единственное, чем он хороший, это все-таки война. У него прям, ну, конечно, дает защику своей пушкой ребятам, пробивает и так далее. Ну и как бы он уклонение, ему насрать на уклонение. Он в любом случае попадает по чувакам. Вот, то есть делайте на ВМ, ну потому что вот я просто, да, объяснил, Нимец, Саймон это вот
стопроцентные герои, которые дают, вот как, допустим, Брэдли. У него то же самое, то есть он прям постоянно, 100% увеличивает здоровье. То есть если, как бы, Катюша, Брэдли вот сейчас, насколько мне известно, одни из таких сильнейших будут СССР по СВ. Вот, возможно, там еще вот этот жердяй будет, там что-то как-то что-то. Его тоже юзают, то есть он совсем недавно появился, но, возможно, он уже будет, допустим, там лучше Катюши. Вот, Брэдли там с жирным Беном. Кстати, что Брэдли похож. Да, морда, вот просто посмотрите на его аватар. Как бы какой-то, мне кажется, педофил. Ладно. Так, далее, 9 пункт. Прокачивать в частях только скорость атаки. О каких частях идет речь? Компоненты усилений в арсенале. То есть быстрая атака. Вам нужно вот эту быструю стрельбу, дополнительное повышение скорости атаки войск на 250%. Почитайте, или, как бы есть еще у меня отдельные видосы на эту тему с разъяснениями, почему она важна. Я показывал прям там на повторах и так далее. Вот, но здесь, в производственном центре, вот здесь производим только быструю стрельбу, скорость атаки. Далее, в магазине экспедиции покупаем только вот эти ящики в первую очередь, вот эти, потому что в них будет скорость атаки. Вот здесь они тоже нужны, да, но не на первоначальном этапе. Если у вас очков не хватает, крестики-нолики играем. Если у вас очков не хватает, то вот эти штучки покупать пока что не надо. У меня хватает, я покупаю, но в первую очередь нужно покупать. Оп, 3 уровня, отлично. Далее есть фишка, если вы VIP. Я, допустим, упустил в свое время, но на VIP 3 можно было купить скорость 6 уровня за 5 баксов. Как бы, ребята, если в самом начале, я просто объясню, почему там донат решает, то есть вот в самом начале вы новый сервер, вы зашли, и то есть все там, плюс-минус равны. И когда вы оп-оп-оп там до випа дошли 3-го, и когда вы покупаете эту скорость атаки, если ее ни у кого нету, то вы там сразу в топе будете всех дрючить, получать первые всегда места, и, соответственно, это награды будут везде, то есть во всех рейтингах и так далее. Вот, то есть, как бы это уже сами решайте по донату. Так, про скорость атаки рассказал. 10 пункт, последний. Не тратить красные и зеленые билеты высшего найма, элитного найма сразу. Копить их. Вот о каких билетах идет речь. Заходим в Генштаб. Об этих. У меня, видите, сейчас 54 накоплено высшего и 68 элитного найма. Если, кстати, их потом открывать, опять же, выбирайте ВМФ, потому что здесь вот эти вкладочки меняются. Выбирайте ВМФ, соответственно, ВМФ у вас будет открываться здесь на этих билетах. То есть вы можете посмотреть, да, вероятность, что откроется и так далее. Так, объясняю, почему их нужно копить. Именно красные и зеленые билеты. Синие билеты постольку-поскольку они, как бы падают часто. Объясню. Вот даже сейчас наглядно у нас проходит новое событие. Заходим в ценные события или не в ценные. В общем, либо сюда, то есть там по-разному. Сейчас в основных событиях охота за припасами. Нажимаем на эту кнопочку «Получить припасы» и смотрим, за что нам дают вот эти штучки. Вот, и посмотрите, 8, 10, 14, да, фрагментов. Здесь 9 плиток, да, а нам дают 8, 10, 14. За что? За высший найм. То есть суммарно вы, если посмотрите, 4, 8, 15, да, то есть всего 15 нужно билетов, вот вынь да положь.
открыть их, чтобы в этом событии собрать максимально. То есть, если легион, там, уничтожение темного легиона 50, ну, худо-бедно вы там справитесь, вы сходите на него, да, то вот эти высшие билеты красные найма, если у вас их нет, ну, как бы, ну, и что тогда? То есть, здесь в этом событии достаточно хорошие награды. Вот. И если у вас этих билетов тупо нет, ну, это все, как бы, ребята, что... Это кино не будет, все, финита ля комедия, соответственно. Оп, 10 открыли сразу, что-то понавыпадало. И потом я добиваю 1, 2, 3, 4. Все. Почему 4? Потому что через полчаса у меня один бесплатный будет. Все, ну я их не трачу. То есть 4, оп, открылось, все, дальше опять заходим в это событие. Открыть боеприпасы, получить. Здесь открыть все 9. И просто смотрим, какие награды. Оп, еще 2 билета. Компоненты усилков. Золотая эта коробка со всякими украшениями. Третий. Ну, неплохо. Бесплатный сброс. Окей, открываем еще. Так, ну ладно, высшую награду что-то на видео не получилось записать. Ну, короче, как вы видите, да, и фрагменты падают, и ящики по 15 штук. Ну, то есть нормальная тема. Вот. По зеленым билетам то же самое. И причем прикол какой? Вот охота за боеприпасами. Мы сейчас посмотрим. Так, сюда. Обратите внимание на время. То есть оно будет длиться 3 дня. 31, 1 и 2. Ну, или 2 дня, ладно. Короче, неважно. Я уже тут считать не буду. Суть в том, что у вас должно было быть накоплено 50 минимум красных билетов. 50 билетов высшего найма, а в идеале даже и 60-70. Потому что после события охота за припасами тут кидают события высший найм, где надо потратить 50 красных билетов, чтобы забрать 30 коробок 3 уровня с компонентами усилений. Ой, уже кофе даже остыл, пока с вами тут болтал. Ну, в общем, это, собственно, все основные моменты. У вас в голове вы пересмотрите видео, чтобы, ну, примерно картина была сформирована, чтобы вы понимали, что надо делать и чего делать не надо. Вот. И, собственно, ну, как бы это основные такие моменты, по которым я косячил, и которые я заметил, и которые реально бустанули скорость, ну, моего развития. Вот. Потому что по энергии, по этим билетам раньше ну, как бы никто, да, не рассказывал, что надо делать, как, что, куда, чего. Вот. Но сейчас хотя бы хоть кто-то будет знать. Все, ребята. Ой, блин, к Зоргу даже тут и не попасть. 70, все-таки как-никак 74 уровень, да? Все хотят к нему за коробочками. Все, ребята, хорошего вам дня. Если вам это видео понравилось, и оно было действительно полезно, вам задание. Если есть возможность, подойдите сегодня к вашей маме, обнимите ее, скажите, как вы ее любите, или позвоните ей. Ребята, время не бесконечно, поэтому не упускайте такие моменты. Все, всем пока.